Уважаемые товарищи, сегодня мы проводим заключительную часть стратегического учения «Запад-2025». Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защита от любой агрессии союзного государства. Мероприятие проходит на 41 полигоне. Участие принимают 100 тысяч военнослужащих. Задействовано будет, и уже задействуется, около 10 тысяч систем вооружения, техники. Причем это все современная техника, используемая в практической боевой работе. Да и планы учения строятся, исходя из опыта, полученного при проведении специальной военной операции. Я уже сказал, 10 тысяч образцов техники различные, из них 333 летательных аппарата. Это тактическая авиация, стратегическая авиация и военно-транспортная авиация. Применяется также свыше 247 кораблей, надводных, подводных и судов обеспечения. К нам для участия в мероприятиях учения 2025 прибыло 25 иностранных делегаций, из них 16 государств направили представителей, а 6 прислали воинские контингенты для участия в мероприятиях в рамках стратегического учения. Прошу министра обороны доложить о готовности войск к проведению заключительной части мероприятия. И, разумеется, всем желаю удачи. Пожалуйста, Владимир. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, докладываю. В рамках планов подготовки Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь с 9 часов 12 сентября приступили к проведению совместного стратегического учения «Запад-2025». К мероприятию привлекаются от российской стороны органы военного управления, войска Ленинградского и Московского военных округов, соединения, воинские части воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск и центрального подчинения, силы Северного и Балтийского флотов. От белорусской стороны войска, входящие в региональную группировку. Кроме этого, в учении принимают участие воинские контингенты и оперативные группы зарубежных оборонных ведомств. Учебные задачи решаются в рамках операций группировок войск сил на западном и северо-западном стратегических направлениях, а также коалиционной группировки войск иностранных государств на условном Нижегородском направлении. Войска и силы готовы к активной фазе практических действий. О замысле учения доложит заместитель министра обороны, генерал армии Евкуров Денисбек Балангиреевич. Товарищ Верховный Главнокомандующий, по замыслу учения объединенная группировка войск с 4 сентября отражает крупномасштабную военную агрессию на Западном театре военных действий. Боевые действия ведутся на 3 направлениях и в арктической зоне. На западном стратегическом направлении региональная группировка войск с 9 сентября отразила главный удар противника в республике Полесье. С утра 15 сентября приступила к проведению контрудара с целью завершения освобождения территории республики. На северо-западном стратегическом направлении группировка войск сорвала нанесение отвлекающих ударов противника и ведет боевые действия по уничтожению противника в приграничных районах. Одновременно с сегодняшнего дня приступила к наступательным действиям с целью установления зон безопасности на сопредельных территориях. На восточном направлении коалиционная группировка войск ведет боевые действия по уничтожению противника непосредственно условно в Нижегородской области. Силами Северного и Балтийского флотов успешно решаются задачи по обеспечению господства в Баренцевом и Балтийском морях. Балтийским флотом поражены амфибийные десанты противника. Сегодня практически отрабатывается высадка морского десанта на полигоне Хмелевка и причальном фронте порта Пионерские. Северный флот нанес поражение критически важным объектам
и корабельным ударным группировкам в Баренцевом море и Норвежских морях, а также отражает высадку морского десанта противника на полуостров Рыбачий. Воздушные космические силы отразили ракетно-авиационные удары и осуществляют авиационную поддержку войск. 2 самолетами дальней авиации Ту-22 отработано поражение корабельной группировки противника в Баренцевом море и 2 самолетами стратегического бомбардировщиком Ту-160 нанесены удары в Норвежском море. В ходе учения, как вы сказали, товарищ главнокомандующий, 41 полигон задействован, в том числе 4 полигона на территории Республики Беларусь. 377 учебно-боевых мероприятий и 7 пусков крылатых ракет большой дальности. Сегодня в ходе практической отработки на 15 минуты будет выполняться пуск фрегатом «Адмирал Головко» одной крылатой ракеты «Циркон» на полигон Чижа. Товарищ Верховный Главнокомандующий, разрешите приступить к этапу практических действий войск. Разрешаю.